Расскажите немножечко о себе и почему, где вы жили в Америке и почему Египет? Значит, я вообще-то жил в Москве. В 93-м году я уехал в Америку. Было случайно, это мы с приятелем поехали отдыхать, и понравилось очень в Америке. Мы купили там недвижимость с ним и перевезли семьи. А когда перевезли семьи, нам сказали, что вам нужно делать легальные документы, потому что Америка, она такая, вот сейчас она закрывается, и туда не попасть. Но мы решили там остаться. Потом бизнес был у меня в Подмосковье, в Москве, и тут я занимался бизнесом крупным. Были сначала сеть мини-маркетов в Подмосковье, а потом сеть супермаркетов мы первые открыли там. Ну, с партнерами разошлись, потому что взгляды на бизнес были разные. И я решил уехать просто в Америку, попробовать себя в Америке. Но получилось так, что переехал, и семья переехала тоже. Сначала были трудности, непонимание было, культуры, языка. Языка вообще не было. Знаете, учил на лету, как говорят. Жена выучила сразу, дети сразу. У меня две дочки, одна родилась в Америке. Они взрослые уже, дочери. И как бы получается, что, знаете, как американцы говорят, my kids are very good, no ask money for me, more. Это перевести на русский, мои дети взрослые, они не требуют денег больше от меня. Это самый happy time, самое счастливое время. Вот я такой счастливый человек. А Египет приехал, я посмотрел Викторию на Ютубе, и мне один человек говорит, а ты съезди в Египет, там очень жизнь такая интересная, говорит, там тепло, недорого в то же время, потому что жизнь в Америке подорожала в связи с тем, что инфляция съедает деньги. А я ушел на пенсию в Америке, я заработал пенсию американскую, она не такая большая. Вот для мигрантов она может составлять от разных сумм, там, от 500-400 долларов. Я просто, когда узнал это, я шокирован был, потому что система американская, она для мигрантов пенсионно, не покрывает то, что вы хотите. Потому что там есть, нужно набрать специально 40 поинтов, которые вы не успеваете за это время набрать. И наши мигранты все там страдают от этого, потому что не зная этих законов, да не только наши, там и другие мигранты приезжают в Америку, они не знают этого, а когда им выкатывают когда приходит время пенсии, у них первая пенсия в 63 года, вторая вы можете в 65, потом 67, это окончательная И они платят пенсию. Пенсия не очень большая, она какая-то, для Америки, говорю для Америки, а для Египта она такая нормальная. Но я еще работающий пенсионер, так что в Америке очень хорошая система, если ты пенсию получаешь и работаешь, у тебя пенсия будет увеличиваться каждый год, потому что ты будешь платить налоги все равно каждый год, ты платишь налоги из-за этого. А в Египет мне понравился тем, что здесь тепло и недорого, поймите. Но здесь свои нюансы, конечно, есть. Я еще не разобрался, я всего 4 дня здесь. Я Виктории сказал, для того, чтобы понять Египет, надо пожить здесь подольше. Вот из-за этого на 2 месяца приехал. Но мне нравится отношение людей здесь. Они неплохие люди здесь, вы поймите. Я даже не знаю, я уже отвык от того, что люди хотят тебе угодить, хотят тебе помочь. Я как-то отвык, в Америке больше самостоятельности, хотя там тоже люди неплохие, но там как-то они немножко боятся помочь другому человеку, потому что, может быть, выльется во что-то другое, со страхом, а здесь нет. Здесь они просто от чистого сердца, если улыбаются. Если улыбаются, так улыбаются. Если они говорят, нет, они все заточены на зарабатывание денег, я вам сразу говорю. Страна, $150 зарплата, о чем вы говорите? Как можно прожить на $150 зарплату этого в мире? Вы же поймите, это вообще ничего. И стараюсь, конечно, их понять. Они любят чаевые, бакшиш, как у них называют. Любят чаевые деньги. Деньги все любят, по-моему, в Америке тоже. Просто отношения, они не заточены все на деньгах. Вот я здесь общался уже с 2 египтянами, они хорошие, открытые люди. Может быть, из-за того, что я турист, а может быть, из-за того, что они увидели во мне человека тоже, нормального человека.
не сноба какого-то, знаете, приехавшего там из-за границы и любитель там указывать, как ему и что им делать, а помогать им, дать понять, что мы нормальные люди. В Америке очень много нормальных людей. К сожалению, наша страна развалилась. Я патриот вообще СССР. Я люблю свою страну. Я честно вам говорю. СССР я любил и люблю. Но я не люблю то, что сделали с этой страной. А сделали с этой страной определенные люди. Я не хочу им оценку давать. Им оценку даст Бог, поверьте мне. И рано или поздно даст Бог. И то, что сейчас происходит с моей родиной, то, что там сейчас это шовинизм, вот этот Украина, bad people, там такие же люди живут на Украине. Я украинец. Я 50% украинец, 50% грек. Вообще, когда говорят, Крым это чья территория, спрашивают, я всегда говорю, это моя территория, это моя страна. Я там родился, мои предки там родились в Крыму. Мы греки, мы там жили веками. После того, как пришла Турция, заняла эту территорию, мы вынуждены были уйти в Украину, мои предки. Это мои предки. Понимаете, в чем дело? Они стояли за Украину, за Екатерину воевали, защищали эти границы от турков, от всех. И мои предки были, мой прадед, он был полковником у Хмельницкого там, в общем-то, он был, он имел надел земли, у него была своя мельница, у нас было родовое не поместье, а родовой хутор, который жили все братья там в Украине, по греческой линии. Потом пришла советская власть, все отобрала, все разорила, кого-то отослала, кто не согласился в Сибирь, а кого-то оставила в покое, как бы. Потому что мне повезло. У моей бабушки муж был просто батраком на мельнице, где она у ее отца. Поверьте, он был батраком, просто батраком. За это ей повезло. Но он участвовал в 2 войнах, финской и в отечественной. Ранен, лишился руки, инвалид был. Мы прошли такой путь. И я когда вижу, когда этот путь весь свернули СССР, когда прошло это, столько бед прошло, столько несчастья, люди прошли это. И когда в конце концов взяли, разваляли великую страну. Из-за того, что кому-то надо было к власти прийти, контролировать эту страну определенным лицам. Вы думаете, это помогает людям? Это не помогает. Если я спрошу, это украинцам помогает? Нет. Если спрошу, русским помогает? Нет. Поверьте мне, никому не помогает. Ни казахам, ни киргизам. У меня есть киргизский друг в Америке, очень прекрасный человек. Я его и знать не знал, в Америке помогал, когда он приехал в Америку. Вот с женой выиграли грин-карту и приехали. Я им помогал на первости. Вы знаете, и честно вам скажу так, когда говорят про Америку плохо, у меня волосы дыбом встают. И когда про мою страну говорят, Россию, там плохо, я тоже стою дыбом, волосы встают. И про Украину, когда говорят плохо, я встаю, у меня волосы дыбом встают. Вы понимаете, мне это противно слушать. Я жил в СССР, я не видел этой беды. Беду создали люди, которые есть и в Украине, и в России. Понимаете, и в Вашингтоне. Это люди, которые заинтересованы только на том, чтобы ограбить народ и жить не ради народа, а за этот народ, чтобы эксплуатировать его больше. Вот и все. Я просто говорю, а Египет мне нравится. Я познакомился с Викторией здесь на онлайн, позвонил ей, мы так разговаривали с ней. Она говорит, приезжайте, посмотрите. Я, честно сказать, выбрал, думаю, поеду. Что мне, пенсионеру американскому, делать? Я Америку изучил уже, по сути дела, все видел, она одна и та же. Я был во многих странах до этого, до приезда в Америку. А потом так случилось, что в Америке все время сидел. Куда-то выезжали, там, в Латинскую Америку. Там мне не понравилось. В Латинской Америке хорошие тоже страны, но криминал много. Там могут вас ограбить, если поедете в Колумбию, вас могут остановить с пистолетом, прижать и забрать все. Часы, деньги, лаптопы, телефоны. Здесь этого нет. Я хожу я ночью уже ходил здесь в магазин, лавки работают 24 часа в сутки, фрукты хочешь купить. Все как-то мирно и, честно сказать, мне подходит. Как первое впечатление неплохое, честно вам говорю, неплохое. И кто хочет сюда рассматривать это время, Египет как землю, где проживание, я думаю, да. Напомню вам, что в Египте недорогая недвижимость, и я своим покупателям возвращаю кэшбэк, который зависит от потраченной суммы.
Все координаты я оставлю под видео, пишите, звоните, и я помогу вам приобрести недвижимость на берегу Красного моря. И с такой большой историей, это самый древний народ мира, египтяне, если так вот смотреть. И брать в это, ну как бы обходить это стороной, этого не надо. Надо принять это как есть. Они самый древний народ мира. То, что они живут по своим законам, они так хотят жить. Вот и все. Ну, многие говорят, они там обманывают. Да не обманывают, потому что на $150 не проживет. Вы поймите, что... А мы привыкли, что мы живем в этом ниже этажом, и нам хорошо, и пусть они так живут. Они не хотят так жить, они хотят вырваться. Потому они любят свою страну. Да, у них здесь много перекосов есть такие. Я обратил это внимание. Ну, там, допустим, они не очень заботятся об экологии. Сейчас начали, кстати, заботиться. Я познакомился с ребятами из России. Очень хороший. Константин его зовут. И еще его там партнер Алекс. Они собирают мусор здесь. Пластиковые пакеты. Тоже через YouTube познакомился, там девушка выкладывала, мне понравилось. Я с ним созвонился и разговаривал с этим Константином. И очень хорошо. Они хотят именно это развить, этот бизнес здесь. Бизнес в Египте не развит. Вот поверьте мне, я говорю это всем россиянам и украинцам, кто деловые люди, у кого есть лишние деньги. Приезжайте сюда, рассматривайте, только не делайте глупых шагов, быстрых. Взвешивайте все, и вы здесь найдете себя. Магазин открыть – это не тот путь, где вы можете большие деньги заработать. Производство чего-либо. Если вы это откроете здесь, ну вы будете окей, вы будете в шоколаде. Серьезно вам говорю, вы будете в шоколаде. Я вижу это, я за 4 дня это увидел. А если побуду больше, я скажу вам, чем здесь можно заниматься. Вот привез бизнес Виктории. Вы представляете, вот смотрите. Shark Bands. Знаете, что это такое? Это браслет, который одевается на ногу, либо на руку, и отгоняет акул на 6 фит. Это американское производство. Они сделали первый. Там сенсор стоит, он отгоняет акул любого размера, маленьких, больших. Вот я и привез вот этот бенд. Вот так вот он работает. Вот смотрите. Но он немножко дороговат, для Египта он дорог, конечно. Но это американский продукт. Никто не делает, кроме американцев. Никто, абсолютно никто. Ни в Австралии, ни в Европе. В Европе стоит 200 евро. Можете проверить. Так что, кому надо сохранить себя, здесь я знаю, что акулы иногда на завтрак берут людей и кушают. Только это сохраняет, поверьте. Вот я привез, я еще сказал, и вот у тебя новый бизнес, Виктория. Хотите, развивайте. Живой, представляете? Я просто хочу помочь людям, которые, если хотят заниматься бизнесом, будут заниматься. Я не за это, мне это не нужно. Я пенсионер. Так что я желаю всем таким же пенсионерам, как я, может быть, даже с Америки, может быть, с России, с Украины, обратить внимание на Египет, ну, как бы, взгляд. Вам будет здесь комфортно. Плюс здесь недорогая аренда. Вот я снял квартиру, допустим, там на месяц $200. На море, я прям выхожу утром, иду плаваю, поплавал, пришел назад и все. Понимаете, здесь есть отели, хочешь в отеле, хочешь снимешь на месяц в отеле. Ну, таких цен нигде нет, ни в Европе, ни в Америке, ни в Латинской Америке. Я был в Латинской Америке, там все дороже гораздо, значительно дороже. То есть это на кошелек на ваш, ну, здесь нужны не те большие деньги, огромные, которые нужны на Западе, в западной стране. Здесь нужны они половина от того, что вы там тратите. Здесь не нужна страховка на автомашину, я узнал, оказывается. Ты ее покупаешь один раз. Налог на машину нет. Знаете, это для меня удивительно, потому что я привык. Здесь нету налога на недвижимость каждый год, чтобы ты платил. Бизнес маленький налоги очень. Да, и на бизнес, вот, и Виктория мне подсказывает. Но я еще не изучил, я говорю, 4 дня всего. Ну что вы хотите? Когда изучу, я вам скажу. Я разбираюсь в этой стране, я хочу разобраться в системе, хочу разобраться, как здесь живут люди. Ну, лучшие стороны и плохие стороны сравнить, что пересилит. Но я вам хочу сказать, вы не пожалеете, если приедете сюда, вы не пожалеете. А если совсем переезжать, то я вам советую приехать сначала, пожить здесь хотя бы полгода, найти себя. Потому что многие приезжают, хотят сразу
покорить. Вы знаете, в гору идут сначала изучив путь, а потом забираются. А если вы хотите сразу пойти, ну, вы потеряете деньги просто, а будет одно разочарование. Не делайте поспешных шагов. Не делайте. Я и в Америке это говорил своим друзьям. Если хотите заработать денег, изучите. Изучите место, время, как делаются деньги, изучите систему, как она работает. Это нужно изучить. Конечно, кто знает здесь английский, тем легче. Английский язык, он здесь нужен. Хотя бы английский. Арабский не обязательно, но английский. Здесь многие говорят по-английски. Этого нужно. Потому что вы будете как глухонемой в этом бизнесе тогда. Вам нужно это знать первично. Вот и все. Я вам честно скажу, я желаю всем приехать и посмотреть. Вода здесь изумительная. Море изумительное. Море, оно настолько чистое, я удивлен был. Оно такое, знаете, сине-голубое утром. Это, я не знаю, откуда они. Хотя здесь вроде бы они с мусором не борются, как в цивилизованных странах. Но такое море, откуда это море пришло, я не знаю. Мне кажется, это Богом подаренная земля определенным людям. Или Аллахом, я не знаю. Здесь же мусульмане. То есть они специально со своей энергетикой, это, я вам серьезно говорю, это не просто так подаренная земля. Это Богом дана земля этим людям. Я не знаю, как это получилось, не знаю, какое столетие пришло. Но цивилизация самая древняя. Самая древняя. И когда говорят, поедем к фараонам, да лучше ехать к фараонам, чтобы спокойно жить, чем ехать куда-то в большую страну. В Америку сейчас многие хотят ехать скрыться, там, украинцы, у них и визы есть специальные беженцев. Ну, Америка тяжелая страна, надо принять ее, либо ты принимаешь, ты должен много работать для того, чтобы выйти, и какие-то принести новые идеи. Если ты это не сделаешь, ты будешь на уровне таком, знаете, не medium даже, а low уровень. Это первичный он будет. И многие ломаются, и многие проклинают Америку и уезжают назад. Ребят, смотрите, что хотите вы. Вы хотите хорошо жить или хотите плохо жить? Вы должны трудиться везде. Но здесь совсем другая политика. Здесь, конечно, проще здесь подхода американского к бизнесу здесь нет. Здесь попроще. Но его надо понять, этот бизнес. Я за 4 дня я его не понял, и не могу понять. Может быть, потом мы когда-нибудь с Викторией сделаем вам интервью какое-то, я буду вам уже говорить, что мы здесь делаем, и как мы двигаемся, и что. Я вам говорю, вот ребята есть, я познакомился, они мусором занялись. Это хорошая тема, это вообще золотая жила. Понимаете, такая жила, что в Америке эта жила уже давно схвачена, и давно там итальянцы контролируют все. А здесь нет, она лежит на поверхности. Меня это удивило вообще. Я говорю, ребята, а как это, мусор не собирают? Они говорят, да вот только начали заниматься этим. А мусора у них везде много. А переработка мусора – это золотая жила, я вам говорю. Это просто деньги не из ничего делаются. Это может быть, мой взгляд, мое мнение. Но я думаю, и таких здесь допустим, лестниц финансовых, о них разных, надо разобраться. Купи-продай, конечно, вы не сможете здесь сделать, потому что ситуация такая, вы должны знать арабский, вы должны менталитет их знать, вы должны продать туристов, они приезжают и уезжают, не всегда заточены купить именно ваш продукт. А надо продавать то, что непосредственно нужно каждый день. Вот каждый день нужно здесь, там, тряпки какие-то, каждый день пакет целлофановый, да. Вот я вам про это говорю, что здесь на чем вы не проиграете, а на остальных я не могу за это гарантировать. То есть здесь кофеин здесь очень мало европейского типа есть. Вот я здесь был, здесь называется такая Хилтон, как это называется, роуд у вас большая, где ходят туристы. Нет, не Мамша, а другая, Шератон, да, Шератон, как отель. Там всего одна кофейня европейского стиля, одна. Коста, вот где я говорил, Коста кафе. Коста кафе, это у них сеть по всему миру, это испанская компания, по-моему, не могу сказать кто. Они делают хороший кофе, у них хорошие машины, там все. А в основном все турецкий и в Джизе, в Турке. Они всем это нравится. Я, допустим, американец, я привык пить капучино или допустим, там эспрессо, то есть определенный приготовление, а у них нету. Тут тоже ниша пустая, поверьте мне. Если это, а сейчас туристов очень много из Германии, из Испании,
туристов очень много здесь. Из России, Украины сейчас, ну как бы европеизированных, они все любят свой кофе. А их кофе нет, не всем нравится турецкий кофе, понимаете. Это турецкий как экзотика, можно выпить одну чашку, одну не постоянно. Так что я не знаю еще, если есть какие-то вопросы, посылайте Виктории, она будет вам свяжется со мной, там я ей отвечу, если могу. Я честно вам говорю, я не могу на все вопросы ответить сейчас, потому что 4 дня всего. Но я буду разбираться, и по мере разбора мы с ней можем сделать какие-то короткие такие встречи, и она будет доводить до вас, чем я живу. Пока я американский пенсионер, ну как бы на пенсии. Моей пенсии хватает здесь для хорошего проживания. В Америке мне надо работать, пахать. Ну, я там работаю, в принципе, но как бы я думаю, если здесь мне понравится, я, конечно, уеду туда жить, а не Америку забуду. Ну, всего хорошего. Смотрите дальше. Наши репортажи с Викторией. Ей будет интересно. Она делает хорошие репортажи, у нее получается. Знаете, вот есть у людей не получается, а это получается. Она делает, ну как бы, очень интересные репортажи из ничего. Как бы вопрос как бы такой легкий, а оказывается, эта тема раскрывает это. Если я вот смотрел репортажи, допустим, об отношении женщин к мужчинам египетским, мне понравился, потому что взгляд такой, она предупреждает женщин, не делайте скоропалительных шагов. Значит, если вы сделаете, вы потом будете жалеть. Но это прекрасно, если она говорит об этом, значит, эта тема есть, она открыта. И то есть надо предупредить, потому что многие приезжают с розовыми очками и говорят, о, здесь нам рады. Да не рады. Если многие, которые используют ваши там деньги, допустим, а не отношения. Между мужчиной и женщиной должны быть отношения, не денежные. Денежные приходят потом. Должно быть что-то другое, выше этого. Я вам просто советую. И особенно женщинам. Думайте, что вы делаете. Вы ищете счастье, но счастье таким образом скоропалительно не строят. Счастье делают иногда годами, иногда временем. И чувствуете своего человека. Если вы чувствуете энергетику в нем, что это ваш человек, если вам комфортно в нем, с ним везде, даже вот если он вилку вам дает, вам комфортно, а если это раздражение происходит, то подумайте, а нужно это связывать отношения между, нужно сказать мужчине, чтобы он тоже иллюзий не строил, и себе сказать внутри, слушай, это не мой человек. Я вам просто говорю, советую обратить на это. Это очень интересно. И эта тема, вот она затронула, я ей написал там пару своих этих взглядов, я не знаю, там, то есть, ну, как бы на эти отношения. Я за то, что у всех было счастье, поверьте, и у женщин, и у мужчин. Так что давайте, до встречи. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока, до скорых встреч на Красном море.